Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Пир Есть. Сегодня у нас вот такие вот ингредиенты. Как обычно, граммы, литры, миллилитры, будут ссылочки в описании. Я вас прошу подписаться на канал авансом, поставить лайк, чтобы, так сказать, не смотреть это видео на халяву, а также бить в колокол и быть социально активным в комментариях внизу. А мы начинаем. Не отключайтесь. Первым делом нам нужно поставить чайник. Когда зашел на кухню, очень помогает кипяток, поэтому я включаю чайник. Тем временем можно попить вот такой вот облепиховый чаек. Ну или пойти за кадр и увидеть, как маринуются стейки. Но это уже совсем другое видео. Главный продукт этого блюда – батат, сладкий картофель. Друзья, он стоит достаточно дорого. Я увидел в своем магазине по акции. Я его немного предварительно подготовил, отмыл. Края срезал, сейчас будем готовить. Расскажу как. Смотрите, какая картошка, по цвету похоже, что-то среднее между тыквой и морковкой. Сделаем ее вот такими кусочками по-деревенски. Для того, чтобы ее приготовить таким способом, надо ее предварительно нарезать. Вот две картошины сделаем вот таким образом, а две будем готовить совсем по-другому. Друзья, настало время как раз добавить наш кипяток, который мы предварительно подготовили. Заливаем батат кипяточком. Вот, полностью покрыли. И пока временно отставляем в сторону, пока он доготовится. Сейчас займемся вторым рецептом. Второй рецепт у меня будет батат немного более интересный. Срезаем край и делаем вот такие вот кусочки. Какой он плотный. Нож у нас острый. Вот такие вот. Эти нам не понадобятся. Со вторым поступаем аналогично. Сейчас включаем духовку на 180 градусов. Можно поставить даже чуть больше, потому что мы будем открывать ее. И продолжаем заниматься картошкой. Так, друзья, предварительно замаринуем. Вот мы решили еще один кусочек добавить. Он более-менее подходит. Сюда добавим немного рижского бальзама. Друзья, это, конечно же, масло, а не рижский бальзам. Просто мне нравится эта очень бутылочка. Достаточно красиво. Добавим немного соли. У меня морская. Вы можете использовать любую другую, которая вам нравится. Да что такое? Можно еще чуть-чуть. Батат любит морскую соль. Ну и слегка перчика. У меня зеленый, такой молодой перчик. Вот так вот его помешаем. И тоже отставим в сторону до тех пор, пока у нас разогревается духовочка. Друзья, наш картофель отлично уже постоял в водичке. Сейчас водичку сливаем и продолжаем. Придадим вкус нашей картошке. Для этого нам понадобится опять рижский бальзам. Чуть-чуть. Далее у нас пойдет соль. Щедро солим. Достаточно. Чесночок. У меня сухой. Розмарин. Когда будем забрасывать, немного его перетираем, для того, чтобы он больше отдавал аромат. Можно еще чуть-чуть. Розмарин лишним не будет. Будет очень вкусно, поверьте мне. Картошечку аккуратно перемешиваем. Друзья, это моя кухня, я готовлю рукой своей, перемешиваю, можно ложкой, как хотите, не суть важно.
Предварительно подготовил противень, на него выстелил фольгу. Можете пергамент, можете вообще использовать просто противень. Не суть важно. Выкладываем туда наш картофель. Вот эти кусочки. Вкусно. И второй вариант. Наши вот эти вот дольки по-деревенски. Бататик. Будет вкусно. 200%. Да, оператор? Ничего себе. Ты не разговариваешь, ты киваешь? Да. Так вот. Ух, живой. Полить? Конечно. Уверена? Сейчас покажу. Так вот. Вкусняхи. Духовка у нас уже практически разогрелась. Отправляем наш батат туда на 25 минут. Дальше увидите, что буду делать. Друзья, советую не отключаться. Блюдо у нас достаточно интересное будет. Сейчас продолжим. Вкусную составляющую. Для этого нам понадобится брынза. Вот такой вот кусочек. Мы его туда отправляем. Так вот на кусочки немного раздавим, разорвем. Далее нам понадобится вилочка. Начнем ее немного разминать. Можно толкушку использовать, не принципиально. Главное, чтобы вам было удобно. Друзья, отлично. Теперь нам понадобится острая составляющая. У меня будет сегодня перец халапеньо. Он у нас маринованный. Поэтому я возьму так вот ложечкой столько, сколько мне хотелось бы добавить сюда. Ну, наверное, 2-3 чайные ложки, чтобы было вкусненько. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Достаточно. Сейчас я его измельчу. Отлично. На следующем этапе нам понадобится сыр. Вы можете использовать любой сыр, который вам нравится. У меня вот такой вот твердый, выдержанный. Можете сэкономить, взять обычный российский. Тот, который доступен вам и который вы можете купить в ближайшем магазине. Сыр я натер. Добавляем его сюда. Много сыра, это будет очень вкусно. Это будет очень сырно. Это будет просто божественно. Теперь нам понадобится небольшой секретный ингредиент. Это сметана. Вот, тут понадобится порядка 1,5 столовых ложек для того, чтобы соус наш немного... Соус или намазку, как вы его назовете, не суть важно, смысл один и тот же, чтобы он был более удобный для перемешивания. А также добавим еще один огурчик. Нарезаем его тоже мелко. Ну, у меня в частности маринованный. Можно соленый использовать. Но я думаю, соленый не стоит. Знаете почему? Во-первых, у нас брынза соленая, да. Вот. Сыр тоже соленый. Много соли, это не очень хорошо. А вот маринованный подойдет отлично.
Ну и финальная часть нашей намазки. Мелко измельчаем укроп. Если хотите, можно добавить чеснока. Но это не обязательно, это опционально. Если вы любитель чеснока, то можно. Я, в принципе, люблю, но решил сейчас не добавлять. А если поставите лайк, то обязательно добавлю. Поэтому пошел я за чесноком. Друзья, вот чесночок. Резинкой помечаю, мой или оператора. Ну, короче, мы делим с ней. Она любит чеснок одного вида, я другого. На самом деле это шутка. Так, почистим. Спасибо, что поставили лайк. Значит, за чесноком я сходил не зря. А если подпишетесь на канал, то я укроп с чесноком добавлю именно вот сюда. Так что не смотри на халяву. Обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Практически укроп был накрошен в пыль. Да, укропная пыль, это очень интересно. Невероятно вкусно и ароматно. Самое время размешать. Так, размешиваем. Отлично. Супер. По мне немного суховато. Мы уже добавили сметану. Можно добавить какой-нибудь йогурт. Можно добавить капельку водички. Можно добавить немного молока. Да? Я думаю, что можно молочка добавить. Прям капельку. Друзья, вот прям совсем чуть-чуть. Чтобы у нас все там схватилось как надо. Все. Отлично. Я считаю, что намазка получилась. Вот она все скрепилась прям. Кайф. Это, скорее всего, невероятно вкусно. Друзья, прошли 25 минут. Посмотрим, что у нас там. Отлично. Я вижу, что батат уже у нас практически готов. Ну, его готовность всегда можно проверить. Сейчас воткну зубочистку. Ну, по внешнему виду видно, что он уже подзапекся в целом. Так, давай сюда. О, отлично. Проникает легко зубочистка, значит, все уже практически готово. Теперь добавляем нашу намазку, сырную составляющую, вот так вот аккуратненько, абсолютно не жалеем. Вот так вот не жалеем. Наносим сырную составляющую. С другими кусочками поступаем аналогично. Друзья, я все добавил и уже готов отправлять в духовку. Посмотрите, какая красотища получилась. Это можно назвать лодочками. Это можно назвать как угодно. Но это выглядит очень красиво. Я думаю, что будет невероятно вкусно. Отправляем батат на 10 минут в духовочку. Для того, чтобы сыр растаял и было очень вкусно. Друзья, самое время подготовить лучок. Вот я его предварительно помыл. Вот эти вот края можно снять. И нарезать вот так вот аккуратненько. Не знаю, кто любит покрупней. Вот у меня некоторые едоки любят покрупнее, а некоторые любят совсем помельче. Я сделаю для них помельче вот так вот. Это не принципиально, это просто вкусовщина. Практически готово. Точнее, не практически, а готово полностью. Вот у нас немного наша намазка поплыла.
Вы, наверное, скажете, из-за того, что я добавил молоко. Нет, из-за того, что у меня просто очень вкусный сыр. Сейчас положим и уйдем на представление блюда. Берем красивую тарелочку. У меня сегодня вот такая вот. Какую выберем? Давай вот эту. О, какая ты красивая картошка. Друзья, в подтверждение, ну это картошка, да, в подтверждение, насколько это сырно, посмотрите, сыр как растягивается. Кайф, кайф. Ну и картофель по-деревенски возьмем, захватим несколько кусочков. Вот так вот. Ну, картофель красный, почему сладкий? Тоже картофель. Батат, да, вот 3 штучки. Нам достаточно, я думаю, будет отлично. Я его вот так вот аккуратно сейчас поправлю. Вот так вот все шикарно. Добавлю немного лучка. Вот так вот. Подчеркивая, что это блюдо такое острое, пикантное, ближе к Мексике что-то. Вот у меня батат получился по-деревенски и батат вот с такой вкусной сырной составляющей. Сейчас будем пробовать. Начнем, как у меня оператор сказал, с эконом-версии. Вот, смотрите, какой батат. Снаружи запеченный, а внутри полностью отварной, вкусный. Ну, я так думаю. Конечно, я не первый раз уже готовлю. Я знаю, что батат это очень вкусно. Внешне очень похоже на тыкву. На самом деле это вот сладкая картошка и просто кайф. Пробуем. Невероятно нежно. И вот чувствуется вот эта корочка румяная. Чувствуется розмарин, соль. И вот невероятная сладость есть у батата. Это офигенное блюдо. Получается батат по-деревенски, а вот батат с сырной составляющей. Смотрите, здесь все очень приготовлено. Видите? Я вот так вот достаю ножиком. Батат полностью готов. Пробуем. Друзья, это просто сырное безумие. Это невероятно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокол. И призываю вас еще раз. Если вам понравилось видео, не смотрите на халяву. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока. Пир есть. Поехали.